Друзья мои, сегодня будет необычный выпуск. Поговорим о том, что я вижу каждый день. Вы, наверное, знаете, что Россию называют страной людей, у которых не получилось. Так вот, поговорим о причине этого. Итак, 5 главных способов, как профукать и просрать свою жизнь. Поехали. Итак, способ первый. Ты бесконечно жалуешься и обвиняешь других. Кто-то насрал в подъезде, кто виноват? Путин. Начальник не повысил зарплату? Он исчадие ада. Да, мы живем в мире, в котором полно несправедливости. Мир действительно несправедлив. Поэтому, если ты постоянно ищешь доказательства несправедливости мира, ты найдешь. Только что от этого? Если ты не решишь сам обустроить свою жизнь, то жизнь обустроит тебя. И я тебе уверяю, тебе не очень понравится, как тобой займется жизнь. Итак, идем далее. Второй способ. У тебя нет мечты, которая поднимает тебя утром с постели. А возможно, твоей главной мечтой является дальше просирать свою жизнь, ну тогда она и воплотится. Ну вот представь, когда все, что ты делаешь, происходит от внешнего понукания, от какой-то мотивации, там, от какого-то пинка. И вот когда ты такой вот, как вот дерьмо в проруби, вот такой вот болтаешься, да, и от внешних воздействий тебя колышет немножко, да, тогда ты, скорее всего, использованный ресурс кем-то в чужих интересах, да? Какая у меня, например, мечта? Однажды, когда я понял, что если государство заказчик школьного и дошкольного образования, вот детские сады и школы, то это означает, наше общество автоматически получает людей, которые удобны, послушны, да, которые станут прекрасными офицерами, солдатами. Но это не все, что нужно людям, и вот не все, что нужно мне. И вот теперь моя мечта — построить школу Рыбаков Play School. Вот эта мечта меня однажды с постели подняла, и я не смог ее больше не делать. Вот так это работает. Третий главный способ профукать свою жизнь. Ты постоянно уходишь от реальности в любом виде. Это может быть алкоголь, наркотики, экстремальные виды спорта. Вот это вот ощущение, что я прав, ты не прав, вот это постоянная доминация над другими. Или просмотр кино, сериалы там какие-то, YouTube, какие-то инстаграмы. Запомни. Если ты постоянно наблюдаешь и питаешься какой-то внешней мотивацией, то ты просираешь свою жизнь. Важно не только наблюдать, но и делать. И более того, я тебе скажу, если ты наблюдаешь больше, чем делаешь, то ты просираешь свою жизнь. Все люди прекрасно знают, что если деторождение идет меньше, чем 2,2 человека на семью, то идет вырождение и вымирание нации. С людьми то же самое, что если мы видим, что мы более чем 100 человекам полезны в каком-то деле, в какой-то услуге, происходит благоустройство нашей жизни. Ну вот давай я задам тебе вопрос. От твоего существования в жизни сколько людей получили пользу? Сколько? Вот если количество таких людей меньше 100, то ты просираешь свою жизнь. А у некоторых людей даже одного человека рядом нет, для которого вы полезны. Четвертый способ просрать свою жизнь — это когда ты делаешь только то, что ты умеешь. Вот ты живешь в оковах своей такой вот, знаете, умозрительности. И ты делаешь только то, что в ней уже находится. И все другое, что не укладывается у тебя в эту умозрительность, оно как бы, ну, отлетает от нее, как от стенки коровы, да? То есть ты не впускаешь в свою жизнь ничего нового. Неминуемо начинается день сурка, потому что ты давно живешь не в уютном домике ясности, а в тюрьме, которую создал вокруг себя. Но ведь понятно же, что все пряники или все грибы там, где еще не было грибников, или где еще пряники эти никто не достал и не скушал, да? Ну это как бы понятно, но почему-то мы предпочитаем ходить по хайвеям, по натоптанным дорожкам, где нет никаких грибов. Ну и, наконец, пятый. Главный способ профукать свою жизнь. Ты не понимаешь, что жизнь, она конечна, она закончится. И потому ты постоянно откладываешь жизнь. Сперва ты учишься, чтобы потом начать жить. Потом ты берешь ипотеку, чтобы после того, как ты ее выплатил, начал жить. Да? Ты постоянно готовишься к жизни. А что, если я тебе скажу, что жизнь идет прямо сейчас? Но если ты этого не понимаешь, значит, что ты ее просираешь. Вот эти 5 минут видео, вот эти 5 главных способов профукать и просрать свою жизнь. Возможно, ты узнал себя в этих пунктах, может быть, во всех 5 пунктах узнал себя. И это плохая новость. Но есть и хорошая новость. Ведь теперь у тебя появился этот список. Значит, у того, кто просирает сейчас свою жизнь, появляется шанс.
Но это не точно.